Девчонки, всем привет! У нас сегодня будут пустышки декоративной косметики за год. Я сегодня снимаю за столом мужа, потому что у нас ужасно пасмурно, льют дожди и освещение ужасное. Это максимум, что я смогла сделать. Извините, это видео, наверное, будет вот в таком освещении. Давайте начинать. Базы под макияж у меня закончилось 3. Во-первых, закончила в начале года базу Guerlain Метеориты. Могу сказать, что это продукт, который приятен только по факту использования, то есть только в самом процессе, потому что он красивый, он приятно пахнет для тех, кто любит запах метеоритов, он чуть-чуть подсвечивает, но после того, как вы наносите тон, метеориты эти не видно, поэтому как продукт, от которого ждешь какой-то эффект, эта база бесполезна. Закончила базу от Шик. Она тоже была такая подсвечивающая, с небольшим SPF. Мне понравилось ей пользоваться, мне понравилась ее текстура. Она сама подойдет в индивидуальном применении просто для какого-то легкого макияжа. Но, опять же, под тональным средством ее не видно и эффекта от нее особо нет. Далее, хайлайтер Organic Kitchen, Елена Ясенкова. Я использовала его как базу под макияж и считаю его базой. Вот это мне понравилось. Он более интенсивный, поскольку изначально заявлен как хайлайтер. И он оказывает какой-то эффект, и даже через тон какое-то сияние можно заметить. Итого у меня получилось за год 3 базы под макияж. И, в принципе, вообще базы для меня это не обязательный продукт, то есть это не то, что какой-то сильный эффект оказывает на макияж в целом, но это то, чем я просто люблю пользоваться, поэтому они у меня есть. Давайте переходить к тональным средствам. Во-первых, я закончила вот такую миниатюрку BB-крема от Not. Not это турецкая марка. Я не сказала бы, что это бюджетная турецкая марка, то есть есть марки бюджетнее, например, Golden Rose. Not стоит примерно в 1,5-2 раза дороже. Я покупала пробничек, набор, консилер и BB-крем, и у меня создалось впечатление, что от BB-крема здесь только название. Во-первых, здесь низкий SPF, всего 15, насколько я помню. Во-вторых, он не адаптируется, он мне был желтоват, и по цвету он не адаптируется. В-третьих, он не улучшает текстуру кожи, как вот должен BB-крем делать, и он заметно сидит на лице. То есть эта вещь мне совершенно не понравилась. Я ее закончила в рамках утреннего Project Pen, то есть макияжа утром, когда я его делала. И, естественно, полноразмерку брать не стала. Также я закончила 8 пептидов от Enough. И этот тональный мне наоборот подошел. Мне нравится, что у него SPF высокий, и он действительно работает, потому что лицо не загорает под ним. Это проверено турецким солнцем. Эта штука рабочая. Подстраивался оттенок, у меня это 21, хватило очень надолго, здесь очень большой объем. Именно поэтому и был он у меня в Project Pen, потому что, не хотелось его задерживать в коллекции. Я считаю, что тональные средства должны быть свежими, и чем быстрее они заканчиваются, тем лучше, поэтому у меня их в коллекции всегда очень мало. И третье тональное средство, которое я закончила, это Essence, муссовая текстура. Мне не понравилась эта тональная основа, хотя, по идее, она должна быть именно для моего типа кожи, комбинированного или жирного. По факту она некрасиво сидит на лице, и она не усаживается. То есть вот если Enough, он усаживается, его не так-то просто смазать, он, конечно, отпечатывается, но его не смажешь. Вот от этого прямо были полосы, заденешь рукой, и розовая полоска на лбу, на щеке, на носу. В общем, это некрасиво, некрасиво слазил, бяка. Всего получается тональных средств 3, и так как они все очень разного объема, я еще чисто для себя посчитала, что у меня ушло 130 мл за год. То есть это примерно 2-3 тональника, чтобы я просто сама имела в виду, сколько мне можно покупать, чтобы у меня они не задерживались, чтобы были свежими. Далее переходим к консилерам. Консилеры это одна из самых многочисленных у меня категорий, которые заканчиваются за год, потому что для меня это очень актуальный продукт. У меня есть и рельеф под глазами, то есть такая впадинка, и зона синячка очень активная, поэтому консилеры мне очень актуальны. И мое впечатление о консилерах, оно, естественно, обосновано и требованиями. Мне нужно, чтобы он был пигментированный и стойкий.
Для меня эталон консилера, это был консилер от Jeffree Star, который мне сейчас не достать. Давайте смотреть, что у меня закончилось. У меня закончился консилер от Vivienne Sabo. Так, что это? Я уже забыла. Aurora консилер, оттенок 02. Я помню, что он меня в принципе устроил. Он не такой плохой, как мог бы быть. Просто для меня он был недостаточно пигментированный, что ли. Но он был кремовый, не сушащий, под глазами не скатывался. Закончила также миниатюрку еще одну от Note. Это уже был BB консилер, и он мне тоже не понравился. Тоже был темноватый оттенок, а в консилерах, если обычно вам оттенок не подходит, то сразу все косяки текстуры, все это видно, и сразу претензий к консилеру больше. Он мне не понравился, потому что он был очень тонкий и фактически ничего не перекрывал. И для меня он был какой-то бесполезный. В общем, я его очень долго, по-моему, заканчивала, и в итоге у меня осталось, к сожалению, негативное впечатление от марки Note, хотя я знаю, что она достаточно популярна, у нее много хороших отзывов. Ну вот, я, видимо, неудачно выбрала знакомство первое. Закончился у меня консилер Rare Beauty. Оттенок у меня был 150C. Когда я им пользовалась, мне казалось, что это суперский консилер. Но в ретроспективе, если посмотреть на все то, что я закончила, это не самый хороший из всех, потому что он не всегда на мне садился хорошо. Иногда он все-таки как будто немножко подсбивался в складочке. У меня нет ярко выраженных морщин под глазами, но вы сами понимаете, можно все что угодно найти, если текстура средства не подходит. И вот тут вот не всегда он хорошо усаживался. Я не знаю, с чем это связано. Возможно, иногда я его наносила сильно быстро, сразу же после нанесения крема увлажняющего. Я такое допускаю, но с другой стороны, это не мешало другим консилерам вести себя адекватно. Поэтому здесь под вопросом. И когда я им пользовалась, а он, кстати, очень пигментированный, экономичный, и его хватило очень надолго, я была уверена, что я его повторю. Но сейчас, пользуясь уже другими вещами, которые мне подходят намного больше, я понимаю, что у меня к нему вопросики. Поэтому, ну, это не то чтобы фаворит, хотя он фактически, наверное, самый дорогой из того, что у меня закончилось. Закончился у меня еще консилер от Clinique Even Better. Он мне был темноват, к сожалению. Это был оттенок CN10. Он был желтоват, тем не менее, это очень крутой консилер. Он мне очень понравился. Это вот именно то, что я люблю. Он достаточно плотный, кремовый, он не смазывается, хорошо держится, не скатывается, и он пигментированный. Его не надо добавлять. Знаете, вот бывают такие консилеры, и я расскажу чуть позже, вот в следующем, который наносишь, но его нужно добавлять, поднаслаивать, чтобы в самой интенсивной точке синячка все-таки была какая-то плотность цвета. Вот здесь этого не требовалось. Я была уверена, что куплю ему повторку, но потом у меня случился консилер The Same, и мне теперь никакой Clinique за бешеные деньги не нужен. И последний консилер, который у меня закончился, это Холика Cover and Hiding. И это классный консилер, он меня, в принципе, устроил. Он кроющий, он хорошо сидел, он не скатывался. Но вот у него был такой момент, я не знаю, девчонки, наверняка у кого-то он уже был, кто меня смотрит, напишите свой опыт. Мне показалось, как будто он подстраивается под тон вашей кожи. И для консилера, на мой взгляд, особенно тот консилер, который вы под глаза используете, это не очень адекватно, это не очень нужно, потому что выходило так, что я его наношу, крашусь, но под конец мне требовалось нанести его второй слой в самый уголочек синячка, потому что я чувствовала, что там недостаточно пигмента. Это очень странно. Потом в течение дня он носился нормально, но вот именно в самом начале макияжа он как будто с первого слоя подисчезал. Но, в принципе, он неплохой. Итого у меня закончилось 5 консилеров. И если говорить о том, какой мне понравился больше, то это, наверное, Clinique. Если бы мне подходил цвет, это было бы идеально. Затем, наверное, Холика, затем Rare Beauty, а затем вот эти два дружочка. Так, по поводу пудр. У меня закончилась одна подсвечивающая пудра, но я вам ее не покажу, потому что она была в составе палетки, там уже другой продукт. В общем, пустышки как таковой нет.
Следующая категория — это спреи для лица. И здесь у меня была задача в этом году закрыть эту категорию, вывести ее вообще. И я закончила свои последние спреи, которые у меня были. Сначала я закончила вот такой вот спрей от Clarins. Он, кстати, классный. Возможно, если мне потребуется именно какой-то фиксирующий спрей, если я пойму, что у меня такой образ жизни, что макияж не выдерживает до конца дня, а мне нужно, чтобы он сидел хорошо, тогда я повторю или куплю что-то еще, потому что Clarins, в принципе, меня устроил. У него достаточно навязчивый аромат, но я помню, что мне очень нравилось качество распылителя, и мне нравилось, как он склеивал слои. Он классно работал. Просто мне сейчас не нужен. И закончила вот такой вот спрей от Revolution. Мне не понравился. Я не заметила, во-первых, эффекта, а во-вторых, вот этот вот распылитель, он очень крупно плевался. То есть прямо такими капельками. Ну, что это такое? Это халтура. Он дешевый, и вообще в таких упаковках от Revolution спрея я вам ни в коем случае не советую. Так что всего спрея было 2. Продукты для бровей. Здесь у меня закончилось 3 продукта. Во-первых, у меня засохла помадка от Essence. Я ей пользовалась прям месяцев эдак 8-9, и она засохла. Это старый запуск от Essence, я даже не знаю, продается или нет. Интересный у него тут формат. С одной стороны кисточка, с одной стороны помадка. На самом деле это удобно. И, по-моему, я ее до конца и добила, что ли. Может, там только на стенках осталось. То есть это, да, по-моему, одну я все-таки вот эту добила, а вторая у меня засохла, и я ее просто выбросила и не смогла сейчас найти. Но в любом случае там был просто трупик полный, а здесь вот она практически пустая, эта упаковка. Я помню, что она мне нравилась. Единственное, что когда я начала прямо загорать, она мне перестала подходить по цвету, потому что здесь оттенок был 0,2, и он мне сероват. Но продукт прикольный. Очень был бюджетный и работал сносно. Дальше у меня закончился турецкий гель для бровей. Это не его родная упаковка. Кто смотрел видео с перестановкой рефилов, видели, что я там меняла эти коробки. В общем, был у меня турецкий гель. Было его очень много, примерно 20 грамм. В принципе, мне нравилось, как он работал сначала, но больше там часа он мне брови не держал, у меня все падало. Поэтому, ну, такое себе советовать не буду. Производитель, по-моему, был Makeover, и вообще это актуально только для моих турецких зрителей. И закончился у меня вот такой вот маленький гель от Toni Morris. Вообще оригинальный гель прозрачный, но я сюда добавляла рыжую помаду для своих бровей, чтобы как-то у меня была возможность подгонять цвет бровей под цвет волос, когда мне это надо. Вот, и он быстро очень закончился. Для своих денег он, по-моему, стоил рублей 300. Я не поняла, то есть у меня буквально, может, месяца полтора он прожил. И здесь не очень удобная щетка, очень много она продукта выдает. Ну, как бы, не знаю, мне не понравилось, повторять не буду. По продуктам для лица. Во-первых, скульпторов я не закончила в этом году, только один раз хламила. Бронзеры, давайте смотреть бронзеры. Бронзеров у меня закончилось 2. Во-первых, вот такую миниатюрку от NARS я закончила. Это была миниатюрка Лагуны. Здесь было 3,3 грамма очень пигментированного бронзера. У меня его на начало года оставалось немножко, и вот я его добила. И закончила вот такой вот бронзер The Same. Это корейская марка. У меня был оттенок BR01. Тоже очень долго его заканчивала. Он был странный. Он оказался в рефиле очень такого красивого розоватого тона. Это мне обычно такой идет. Типа, знаете, очень был похож на Marc Jacobs. Ну, вот оттенок. Но когда ты наносишь его на щеки, он почему-то выдавал рыжину. И пока я нормально под него не загорела, он у меня шел очень медленно, но сам по себе был шелковистый и хорошо уходил. Здесь было 4 грамма. Для чего я говорю граммовку? Для себя. Потому что хочу еще отметить, что примерно половину израсходовала бронзера от Catrice, где 8 запеченных грамм. Итого примерно я хочу запомнить, что бронзеров у меня уходит 8-9, максимум 10 грамм в год. И надо это иметь в виду при выборе проектов и продукты в проекты. Румяна. И тут вообще тоже все сложно. Во-первых, у меня закончилась вот такая вот штучка. Это были жидкие румяна от турецкого бренда Makeover. Был очень красивый цвет, и его оставалось здесь вот
немного на донышке, я его добила, классная была формула, такая полупрозрачная. Я выводила жидкие текстуры в 22-м и начале 23-го года, и вот он у меня закончился. И закончила 2 пробничка цветов рассыпчатых румян от Тами Танука, но не могу считать это за единицу, это полторашечка. У меня в итоге закончилось, я считаю, 1,5 продукта. Плюс еще где-то я израсходовала на треть румяна от Наташи Деноны. То есть я для себя делаю вывод, что я наношу косметику в таком количестве, что за год могу израсходовать максимум 1 румяна, и больше от себя даже ждать не стоит. Хайлайтеры. И по хайлайтерам тут у меня вопрос. Мы с вами как будем считать, честно или нечестно? Потому что пустышек хайлайтеров у меня очень много. Но вопрос в том, что я на самом деле не все эти продукты закончила именно на лицо. То есть у меня, например, был такой хайлайтер еще в прошлом проекте 22 года от Revolution, и он был разбит. Я его несколько раз клеила, пользовалась достаточно активно, где-то 4 месяца. И в итоге остатки я вывела в крем для тела. Говорить, что это прям пустышка-пустышка, ну, наверное, нет. Но она вот есть, не знаю, куда ее положить. Давайте пока сюда. Далее, что по хайлайтерам? У меня было в проекте 2 хайлайтера от Revolution. Вот такие. Коллаборация с котами-аристократами. Все оттенки уже стерлись. Один был розовый, другой был такой золото-серебристый, что ли. И эти хайлайтеры оба я израсходовала наполовину. Вот. Где-то наполовину были оба израсходованы. И остатки я вывела в конце года на крем для тела. Как раз были праздники. Было это все уместно, классно смотрелось. То есть в итоге, по факту, я израсходовала, наверное, 1 хайлайтер. Здесь в каждом продукте по 6 грамм. То есть, скорее всего, надо иметь в виду, что я могу израсходовать, ну, адекватно 1 хайлайтер в год. Это так. Кстати, считаю, что можно посчитать пустышку от Catrice справедливой, потому что я перепрессовала этот хайлайтер в пустое отделение от хайлайтера палетки Kevyn Aucoin, который я честно закончила. То есть, соответственно, вот еще один. Ладно. И хайлайтер от Xixi, вот в таком драконьем яйце, или что это, я выковырила из своего огромного домика, переместила просто к другому рефилу. Поэтому вот эти вот упаковки, они как бы пустые, но это не то, что я израсходовала. Итого по граммовке реально 2 хайлайтера примерно на 10 грамм. Теперь можно перейти к глазам. Во-первых, израсходовала 1 базу под тени. Все знают, насколько она долгоиграющая. Она мне прослужила 3 года. При возможности я, наверное, ее повторю, потому что она классная. Она мне все держала, хотя без базы тени на мне скатываются. Но веки у меня такие, что, в принципе, при любой базе тени держатся. То есть вот недавно я красилась и наносила тени на консилер, и палетка от Huda у меня скаталась, но при этом и база Art Deco, хотя мне девчонки писали, что она на ком-то не работает, и вот эта база работали на мне прекрасно, и до этого у меня была какая-то база вообще от Mary Kay, тоже все держалось из железобетона. То есть веки у меня неприхотливые, но если совсем без всего, то все нафиг скатывается. Вот эту штуку я полюбила и с удовольствием бы повторила при возможности. Давайте по палеткам теней, которые уходят в пустышки. И тут, девчонки, кто впервые на канале или не следит за проектами, как бы вам объяснить. У меня есть пустышки палеток, но я не заканчивала в них рефилы. Я из этих палеток рефилы переставила в другие палетки, которые израсходовала. И итого у меня получается Huda Beauty Neon пустышка. Все, тут вот этот вот оттенок приклеенный намертво от Colourpop. Ну, будем считать, что он тоже пустышка. Стоять. Пустышка от Colourpop. Вот такая палетка маленькая. Label of the Ball. Вот такая тут. Она, кстати, магнитная. Я подумаю, вы можете ее оставить. Не выкидывать, а на всякий случай, если буду какие-то рефилы переставлять, она, в принципе, удобная, достаточно компактная под какие-то остаточки от косметики. Так. Потом палетка The Same. Это оттенок Rosy Ending, по-моему.
Я тоже все эти рефилы просто переставила в освободившиеся местечки в палетках от Huda Beauty. И была у меня еще вот такая палетка от Лавели. И здесь у меня получается скульптор я мучила, выбросила. Пудру закончила. Вот эти вот 3 рефила переставила. 1 рефил закончила, а остальные перепрессовала в скульптор снова. Ну, то есть она фактически тоже пустая. И увидев эту палетку, я вспомнила и хотела бы вернуться к пудрам. Дело в том, что я нашла рефил из-под пудры, и надо запомнить, что у меня также подошла к концу в этом году пудра, которая была в этой палетке. Я ее использовала как фиксирующую, матирующую. И для себя также зафиксирую, что я израсходовала хайлайтер из палетки Kevyn Aucoin. Там было 3 грамма в качестве подсвечивающей пудры. И из Наташи Денон у меня был тоже рефил аж на 6 грамм. Он такой был, очень похож, был по текстуре на подсвечивающую пудру. Я тоже его закончила в этом качестве. То есть, в принципе, при желании подсвечивающую пудру я могу вывести ориентировочно 10 грамм. Ну а теперь я бы хотела вернуться к теням и отметить, что я также закончила вот такой вот оттенок 34 от Бернович. Помню, что он мне нравился, но он у меня был самый сухой в коллекции, я решила его вывести. И в связи с этим также давайте посчитаем, сколько на самом деле я закончила рефилов в палетках. Потому что, ну, вы видите, что не все на самом деле у меня было закончено. Вот эти рефилы, они у меня остались, потому что я переставляла из палеток. Здесь 15, 16 рефилов теней. Я это также хочу запомнить тоже для себя, чтобы ориентироваться вообще, сколько для меня возможно вывести теней. Причем я поняла, что большинство из этих рефилов это были именно блестящие какие-то шиммерные оттенки матовые. По понятным причинам у меня идут намного медленнее и выводились в основном какие-то светлые цвета. Это, возможно, было там 4-5 оттенков, не больше. По поводу однушек, которые я закончила в этом году. Во-первых, закончила 3 оттенка жидких теней. Это было 2 Metal Hype 08 и 10. Заканчивала в качестве базы под макияж. Больше брать Metal Hype не буду, потому что они мне без надобности. Возможно, куплю от Luxe Visage какой-то матовый оттенок, потому что их тоже я заканчивала в качестве базы. И вот в качестве базы под тени эти оттенки были очень хороши. Далее с горем пополам закончила блестки от Marc Jacobs. Ну, не купить, не вижу смысла их обсуждать. Только то, что это было очень долго, и они сами по себе лежали плешиво, поэтому приходилось как-то с ними постоянно изгаляться и на что-то их сажать. Закончила я 2 шайбы, но тоже это произошло в январе 23 года, потому что, ну, тут было очень прям чуть-чуть совсем продуктов, и я вот их закончила, ну, прям в самом начале 23 года. Это была Шарлотта, это оба были оттенка Pillow Talk. Это была кремовая формула, это была, не помню, ну, формула блесточная. Очень классная, мне все нравилось, просто решила вывести, потому что им было уже по 2 года, и мне было жалко, что такой дорогой продукт лежит бесхозно и портится, и вот я его вывела. И закончила 3 баночки от Тами Танука, ну тоже, так как я постоянно все, перетасовываю туда-сюда, советница мглы у меня, я просто себе наклеила этикетку на круглый оттенок. Она, естественно, была в такой же баночке. Баночку куда-то дела, я уже не помню. В общем, закончила 3 пигментика. Лисенок огнелапый, парящая над пропастью и советница мглы. Советница мглы это был серый сатин, ну ничего особенного. Парящая над пропастью это был черный сатин. Конечно, это вообще очень специфический оттенок, но это все были подарки от Тануки. Закончила и ладно. И лисенок огнелапый был очень красивый, но тоже рассыпушками я не пользуюсь. Итого у меня получается однушек теней закончилось 9, потому что еще вот Sparkle от Бернович. Давайте палетки закроем и освободим место. Карандашей для глаз закончилось 5. Во-первых, базовые цвета. Черный от Marc Jacobs, но его было немножко. Бежевый от Catrice закончился сам по себе, без всяких Project Pen'ов.
Вот этот вот очень красивый лавандовый от KVD, на самом деле для губ, но он такой стойкий, гелевый, пигментированный, что я его прекрасно использовала на слизистую глаза, было классно. Вот такой вот яркий и еще один яркий карандаши от Ламель. Долго закончила, пока не начала делать ими яркие стрелки, и выходило классно, но все равно такие яркие карандаши я себе больше в коллекцию брать не буду. Сосредоточусь на дуохромах, мультихромах и пастельных оттенках. Вот. По качеству, в принципе, все карандаши мне нравились, только вот этот вот, он у меня был испорченный и был мягкий, как пюрешка. Была одна подводка, последняя жидкая подводка в моей коллекции, вывела, ну, достаточно долго выводила, и в конце концов закончила, и больше жидкие пока не покупаю, не вижу смысла. Вдруг я, конечно, полюблю стрелки и меня что-нибудь переклинит, но обычно я с ними не заморачиваюсь. Туши. Девчонки, это капец. Тушей 9 штук. Я думаю, что их могло бы быть меньше, если бы это были именно не те туши, которыми я пользовалась. Потому что фактически я закончила, например, 2 цветные туши. И это были вообще не обязательные покупки. Это Golden Rose. Мне не понравилось. Они ничего не делали на глазах, кроме того, что давали цвет. То есть они не давали ни объем, ни длины. И смотрелось как-то странно. Я их использовала либо на нижние ресницы, либо как топпер на уже черную тушь. Короче, что попало. И это была абсолютно ненужная покупка. Потом также я закончила коричневую тушь от Golden Rose, после чего сделала вывод, что цветные от Golden Rose я больше не беру, потому что это была чуть ли не самая плохая тушь в моей жизни. Она буквально вообще ничего не делала с ресницами. У меня первый раз такое, у меня свои ресницы не такие плохие, чтобы вообще уж не видеть на них результаты. Это было просто даже смешно. Ты водишь кисточкой, а эффекта никакого. Хотя продукт был в хорошей жидкой консистенции, она не была сухая, но это, конечно, прикол. И вот если смотреть на черные туши, то на самом деле всего 5 я их закончила. То есть делаем вывод, что тушь у меня живет примерно 2,5 месяца. Я помню, что мне понравилась вот эта вот тушь от Maybelline Over the Top. Это не новая позиция, но она мне понравилась. Потом я закончила 2 вот такие вот туши от Golden Rose. Они были неплохие. Это версия Nude Look. Ну, в принципе, нормальные. Закончила вот такую вот тушь от Lux Visage. И помню, что по сравнению с турецкими она меня не очень впечатлила. Хотя, в принципе, была неплохая. Я даже не помню, у меня была какая-то к ней придирка в процессе использования. Как-то вот какой-то был не тот эффект, который я обычно получаю, но сформулировать я, к сожалению, это не могу. И эта тушь от Golden Rose, самая моя любимая. Добавлю фотографию. К сожалению, все стерлось уже. Классная, я ее повторила еще раз, и потом еще раз, и еще раз. То есть она у меня лежит в запасах. И 9-я тушь, это была миниатюрка от Sephora Size Up. Я помню, что она мне нравилась, но она мне прослужила буквально 2 недели. Потом высохла, у нее, кстати, огромная щетка. И я вам, кстати, не показала щеточки этих тушей. Наверное, надо было показать. Я просто не знаю, насколько доступны вообще Golden Rose в России. Вроде они есть, но каждый раз, когда я смотрю, именно таких, которыми я пользуюсь, их почему-то нет. Вот такая тушь была Maybelline. Прикольно, у нее была сужающаяся щеточка, и из этого ей было удобно наносить. А вот у этой моей любимой туши, у нее щеточка вот такая. И мне она нравится. Вообще можно видеть, что там еще есть какой-то продукт, но я считаю, что тушь закончилась, как только она перестала делать адекватный эффект на глазах. Еще, кстати, по поводу тушей хочу отметить, что в туше очень важен такой показатель, как отпечатывание и осыпание. И я не знаю, в чем секрет. Может быть, в климате, но в Турции, несмотря на жару, ни одна из этих тушей у меня никогда не отпечатывалась и не осыпалась. В Сибири это происходило постоянно. Туши отпечатывались на верхнем веке и осыпались под глаза. Я это связываю с перепадом температур, так что не всегда, как выяснилось, осыпание и отпечатывание – это недостаток конкретной туши, конкретной формулы. Иногда это действительно природные условия, потому что, сами понимаете, анатомия лица и тип кожи у меня не поменялся, а туши осыпаться перестали. Вот такой интересный факт.
Давайте немножко подвинем. У нас остались продукты для губ. Бальзамы для губ. У меня закончилось 3 штуки. Не достать Seraphine Botanicals. Вообще в американской коробке красоты был. Просто закончила. Классный был бальзам. Закончила масло из турецкого магазина. Вообще no name. Классное было масло. Претензий нет. И закончила масло от Golden Rose. Бюджетная линейка. Масла от Golden Rose рекомендую. Работают абсолютно нормально. Так что вот, для увлажнения в качестве такого первого этапа перед макияжем закончила 3 продукта. В рамках Project Pen закончила 2 оттенка карандашей от Dose of Colors. Я так понимаю, не достать. В Европе даже не знаю, продается Dose of Colors или нет. Классные были оттенки. Коричневый был темноват, но в принципе можно было им работать. Классный был для контура, сейчас такое модно. А вот этот карандаш, оттенок On Repeat, он был такой нюдовый, максимально в персиковинку. Все мне подходило. Гелевые, стойкие, прекрасная формула. Единственное, что быстро заканчиваются. Но мне не очень прям понравились. Суперские. Блесков для губ у меня закончилось всего 2 штучки. В прошлом году, то есть в 22-м, их было очень много. Но за 23-й год получилось закончить очень мало продуктов. Этот вообще ушел в январе. Это был блеск от Jeffree Star. Добивашка. Я с удовольствием их закончила, потому что уже срок им подходил. И действительно уже под конец использования, ну так, изменения были замечены в текстуре. Классный блеск. Я люблю блески от Jeffree Star. И вообще мне, кстати, очень жалко, что у него бренд пошел на спад, что он отстает от трендов, потому что, ну, мне нравилась его косметика. Она была в свое время сделана с душой, она качественная, у нее качественная упаковка. На самом деле я бы что-то еще повторила от этого бренда. Жалко, что он сейчас уже входит в такую категорию типа брендов Lime Crime и так далее, которые теряют покупателей. И та причина, почему у меня так мало закончилось других блесков, это вот этот блеск от Golden Rose. Он был потрясающе красивый, с золотыми такими блестками. Но так как блесток было очень много, он был очень пигментированный. И его требовалось совсем чуть-чуть, он уходил очень медленно, он был в Project Pen. Вы можете видеть, сколько отчетов он претерпел, и все равно, зараза, был такой живучий, но классный. Подзадолбал, конечно, под конец, но он, слава богу, закончился. В начале года, в январе или феврале, я закончила миниатюрку от Tom Ford. У меня это был оттенок Pepper Doll. Это был розовый оттенок. Я использовала эту помаду с блеском, потому что, ну, я такое не ношу. Мне не понравилась эта формула. Она мне подчеркивала шелушение, хотя я слежу за своими губами, и редко мне вообще что-то подчеркивает текстуру. Мне не нравился ее запах. У меня было такое ощущение, что она старая. В общем, рада, что я ее вывела. И думала, что у меня не закончилось ни одной жидкой помады. Но на самом деле у меня закончилась вот такая помада от KVD. Это был оттенок Лолита. Здесь было, в принципе, 4 мл, хотя это миниатюрка. И она реально прям закончилась. И, знаете, закончила я ее на брови. В этом году я покрасилась в такой красновато-рыжий оттенок. И я использовала ее в качестве, ну, не геля для бровей, да, но оттеночного средства для бровей. И получалось просто идеально. Она у меня закончилась. Действительно, там уже ничего не выдается. Вот первая моя в жизни использованная жидкая помада. И та ушла не на губы. И еще одна порция нечестных пустышек. И я, кстати, судя по всему, выкинула кремовую помаду от Huda Beauty. Это получается 6 и одна фантомная пустышка. 6 пустышек кремовых плотных помад, которые у меня были добавлены в Project Pen, и которые стухли раньше, чем я их успела израсходовать. То есть буквально оффрой я пользовалась примерно полгода, и они стали трескаться на губах и плохо сидеть. И вот эти 2 средства развонялись, а Худа, которую я сюда приложу, там было совсем чуть-чуть, и она тоже начала уже пахнуть прогорклым маслом, поэтому от них я избавилась. Это, конечно же, не пустышки, но мы будем иметь в виду, что вот, да, с такой скоростью продукты портятся. Ну, кстати, они у меня были не самыми свежими в коллекции, поэтому ладно. Итого у меня получается за год
честных пустышки. Я не считаю выковыренные рефилы, а именно вот пустышки косметические как единица. 59 штук. В принципе, я смотрела много видео, где у девчонок намного больше косметики заканчивается, но для себя я понимаю, что, скорее всего, это предел. Возможно, у меня больше средств для губ закончится в этом году, но вот в плане, например, тональных средств или теней для меня это предел, потому что я максимально пыталась закончить, а больше на себя косметики я просто физически нанести не смогу. Поэтому вот так 59 пустышек, если сюда добавить 5 тухляшек и еще 3 хайлайтера, которые фактически я просто как-то выковырила и израсходовала не по назначению, то мы можем добавить, даже 6, то мы можем добавить еще 9 пустышек, которые я выбрасываю, и того получается 68, но как бы это не очень честно. Так что вот, девчонки, это все идет на помойку. Вот столько может израсходовать бьюти-голик, если он сидит на Project Pen. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока!